Даже в своей на момент выхода ролика 37 лет, Георг Грозер остается одним из лучших исполнителей на своей позиции. Про обладателя множества локальных, а в свое время даже и мировых рекордов, в этом выпуске и хотелось бы поговорить. Здесь мы затронем биографию, карьеру и безусловно разберем технические тонкости диагонального. Так что, как обычно, не вижу смысла больше тянуть. Поехали! Для многих любителей волейбола Георг Грозер всегда ассоциировался с немецким ответвлением данного вида спорта, ну и конечно же со сборной Германии. Так что кто-то из вас может даже удивиться, что большую часть своей жизни будущая звезда мирового волейбола прожила в Венгрии, в столице которой, а именно в Будапеште, если кто не знал, Георг 27 ноября 1984 года и родился. Отец Георга, которого также зовут Георг, был волейболистом, а после и волейбольным тренером, так что судьба малыша уже похоже, что была предопределена с раннего детства. Из-за того, что Грозер родился и рос в Венгрии, но долгое время он прожил в Германии, многие так и не понимали, как же правильно произносить и писать имя и фамилию диагонального. Но для русскоговорящих болельщиков он все же дал ответ. По паспорту гражданина Германии его имя Георг, и оно его устраивает. А фамилия все же произносится на венгерский манер, а именно Грозер. До 18 лет будущий член национальной сборной Германии выступал в чемпионате Венгрии. Лишь в 2002 году он перебрался в команду своего отца, Мерсер, что выступало в чемпионате Германии, где он провел аж 6 лет, что, оглядываясь на его карьеру, выглядит достаточно удивительно. И за эти 6 сезонов один раз все же семейству Грозеров удалось завоевать бронзовую медаль в волейбольной Бундеслиге с попутным трофеем лучшего нападающего турнира для Георга-младшего. Золото чемпионата Германии Грозеру все же позже удалось завоевать, но уже в составе доминирующего тогда Фридрихсхафена. И до перехода в именитый немецкий клуб диагональный на годик залетел в итальянскую серию А2, где помог своему новому клубу подняться в высший волейбольный дивизион страны, из которого они, конечно, после ухода немца успешно вылетели. Мое же знакомство с Георгом Грозером произошло в 2012 году, когда немец перебрался в состав Белогорья, за который я переживаю и по сей день. Где он не только выиграл все внутренние российские трофеи, но и также завоевал Кубки Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата Мира, что по сей день ему более не покорялись. Но понятно, что просто так в Суперлигу на позицию легионера было крайне проблематично попасть, и без бэкграунда в один из сильнейших клубов мира на тот момент никто бы его не взял. И вот в роли этого бэкграунда прекрасно выступила победа Рисовии в польской плюс-лиге, которую команда Ижешува не видела аж 37 лет. Ну и собственно вместе с ним он получил звание MVP чемпионата. Так что явно за эти пару сезонов польские фанаты и венгры с немецким паспортом успели сродниться. Оттого и слезы на глазах Георга во время прощания с болельщиками никого не удивили. А поскольку у Грозера мать полячка, да и свою первую супругу, которая подарила ему 2 детей, он встретил тоже там, неудивительно, что Польша для волейболиста очень много значила, и уезжать из нее было достаточно непросто. Перечислять биографическую часть, которую вы и так можете спокойно самостоятельно найти в сети, я смысла не вижу. Отмечу только тот факт, что в российской суперлиге немец оставил о себе исключительно положительные воспоминания. Ведь уровень его игры в нашем чемпионате был просто запредельным. Он был лидером в абсолютно любой команде, в какой бы ни играл. И периодически ему удавалось даже задвигать на задний план праймового Дмитрия Мусерского, что само собой очень дорогого стоит. За все время, которое в чемпионате России ведется статистика, Грозер является вторым в списке нападающих с самым большим средним количеством очков за партию, превосходя даже Максима Михайлова и уступая лишь Вильфреду Леону, который Максу статистику и подпортил, видимо. Ну и да, свою нынешнюю вторую половинку немец также встретил в России, и ей стала чешская волейболистка Хелена Хавелкова, выступавшая тогда за московское «Динамо». Диагональный также являлся временным обладателем рекорда по скорости с силовой подачи, с которой столкнулась сборная России в 2017 году, где Георг чуть ли не в одиночку смог остановить в финале подопечных Сергея Константиновича Шляпникова, но те смогли выстоять под натиском грозного Грозера и в 5 партиях завоевать золотые медали Евро. Но свой рекорд в 131 км в час уроженец Венгрии установил в матче против сборной Польши. Но, к огромному моему сожалению, Павел Заторский эту подачу практически идеально довел. Так что это событие набранным очком отметить не удалось, как, допустим, в дальнейшем это сделали Зайцев или он. Вообще, физическая форма Георга Грозера никогда не поддавалась сомнению. Немец даже в межсезонье активно работает над своей, как это принято называть, физухой. Так что, когда диагональный вырубает очередного соперника своей атакой, то нет смысла удивляться, из-за чего все это происходит. Ладно, по биографии и карьере пробежались. Давайте теперь перейдем к технической части.
Если вдруг кто-то не знал или просто забыл, то Георг Грозер играет на позиции диагонального. Так что атакует он преимущественно из второй и первой зоны. Ну и также он еще и правша. Так что если для вас данные параметры подходят, то можете взять себе этот разбор на вооружение. Но только сразу же вас предупрежу, что если вы играете в маленьких залах, то этот разбег, который использует немец, вам вряд ли подойдет. Ведь при атаках из второй зоны он разбегается очень широко, примерно от края пунктира. И даже если заготовлена комбинация с передачей между зон, Грозер все равно идет очень широко и по сути вылетает в зону атаки, а не прыгает вертикально вверх. Оттого и нетрудно заметить, что при отталкивании диагональный использует достаточно широкую постановку ног, чтобы после прыжка можно было преодолеть большее расстояние. Обычно все так делают при атаках задней линии. Только сразу хочу отметить, что из такого положения крайне сложно выполнить не то что полноценный удар, а хотя бы просто перевод по линии. Но наш сегодняшний герой делает это с необычайной легкостью, так что данное техническое действие остается практически нечитаемым как для блока, так и для защиты. А в целом, вся механика удара у Георга как по учебнику, так что спокойно можете ее копировать, если играете на той же позиции. Особо останавливаться тут не на чем. С задней линии все примерно то же самое, только само собой разбег чуть поуже, чем при атаках из второй зоны. Но все равно многие диагональные редко разбегаются за площадкой, большинство предпочитают бежать по боковой линии. Хотя все это, конечно же, дело удобства, как вам комфортней, так и разбегайтесь. Поскольку Грозер не любитель, так сказать, ходить под себя, нередко можно увидеть, что если диагональный находит возможность, он атакует высоко по шестой зоне, что с передней, что с задней линии. И поскольку навык красивых атак по линии подметил для себя не только я, но и аналитики других команд, с большой частотой проворачивать эти трюки у Грозера не удается, так что приходится прибегать к самому излюбленному своему направлению, а именно длинная диагональ. Когда немец пытается сыграть максимально эффективно, либо просто не проиграть мяч, то зачастую он выбирает именно этот вариант. Так что львиная доля атак диагонального производится в указанном ранее направлении, что в принципе крайне логично, учитывая его физические возможности. Учитывая все те же физические возможности дяди Жоры, на блоке он может позволить себе пофилонить, если так можно выразиться. В том случае, если он играет со своим нападающим, то дело даже до маха рук не доходит. К нему он прибегает в том случае, если решил помочь центральному или, допустим, планировал поспособствовать в организации тройного блока. Ну а классический полноамплитудный вариант применяется Георгом только в тех случаях, когда уж совсем некогда медлить и нужно срочно успеть в край. Подача также является визитной карточкой Грозера, поэтому данный раздел наверняка многим будет интересен. Вообще, какой-то особой цели подача диагонального не преследует. У него нет задачи как-то перехитрить принимающих или постараться ввести их в заблуждение, а он просто рассчитывает их снести за счет своей силушки богатырской. Так что основным коридором его подачи является шестая зона. Как правило, все мячи направляются именно туда. Ожидать, что Грозер подаст в зону под номером 1, практически не приходится, ведь если уж в шестую он не попадает, то скорее всего мяч полетит в пятерку. По механике тут ничего необычного в принципе и нет. В отличие от некоторых блуждающих исполнителей силовой, Георг почти всегда разбегается строго по центру, и движение он начинает только после того, как мяч достигнет своей наивысшей точки. Ну и также при подбросе диагональный добавляет мячу боковое вращение, чтобы мяч летел по небольшой дуге, а не просто прямо. Вот таким получился разбор уже, наверное, легендарного диагонального сборной Германии Георга Грозера. Надеюсь, данное видео вам понравилось и вы оцените его лайком, ведь это самый главный критерий оценки моей работы. Также пишите, кого бы вы хотели увидеть героем следующего разбора, ведь именно ваша активность в комментариях повлияет на выбор героя следующего выпуска. Также не забывайте подписаться на мою группу в Телеграме, там я выкладываю актуальную информацию относительно данного канала, так что переходите по ссылочке в описании, я вас там непременно жду. Ну а с вами как обычно был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока!